У меня как художник пропадает интерес в тот момент, когда является творческий замысел. То есть картина задуманная, она уже практически написана в голове. И в этом смысле процесс создания картины, если работаешь традиционно, да, этот процесс представляет собой только попытку реализации того, что уже задумано. А процесс работы над абстракцией – это процесс, который увлекает именно как творческий процесс, потому что в итоге получится, зачастую и сам художник не знает. И вот это как бы создание чуда, непонимание до конца, что выйдет, мне гораздо более привлекательно, увлекательно, чем попытка просто создать некий мыслительный образ и перенести его на холст. Абстракция рождает какие-то чувства и эмоции не потому, что на ней есть какое-то конкретное изображение, а потому что в ней есть какая-то внутренний цветовой драматизм. И музыка тоже рождает какие-то ассоциации, хотя она совершенно абстрактна, но при этом в ней есть именно какой-то звучащий драматизм, настроение, которое именно в человеке рождает эмоции. Так, первое, что хочется сказать. Вот понятие работать с чистого листа для меня начинается с чистой белой палитры. Я никогда не оставляю палитру грязной, потому что это как оставить все плохое из прошлого дня на сегодня. Поэтому предпочитаю, чтобы палитра была чистая и белая. Белая помогает как-то более четко понять звучание цвета. Особенно если начинаешь белый холст, вот это звучание цвета на белой палитре, оно адекватно тому, как цвет будет смотреться на холсте. Поэтому все начинается именно на палитре. То есть если я, скажем, в процессе создания работы, я уже на палитре пытаюсь разложить какие-то определенные цветовые акценты, которые именно будут доминирующими у меня в картине. И как раз же вот этот белый цвет палитры сразу помогает мне как-то понять, какой может быть общий внутренний драматизм и как его передать именно через цветовые соотношения. Вот, поэтому все действительно начинается сначала в голове, а потом палитра позволяет, скажем, сделать именно предварительную какую-то такую раскладку на палитре, которая будет потом уже существовать на холсте, помочь избежать каких-то ошибок, которые могут возникнуть в процессе работы. Абстракция – это один из самых эмоциональных видов творчества и рассчитывает на такое же ответное эмоциональное восприятие зрителя. Поэтому лучше, как мне кажется, все-таки вот эту внутреннюю какую-то эмоцию, струну, которая начинает звучать в процессе, ее по возможности максимально заложить изначально, чтобы вот это звучание этой струны, оно могло бы даже затронуть и струны души зрителя. У абстракции, конечно, на мой взгляд, очень важная составляющая – это цветовая составляющая, потому что в первую очередь восприятие, конечно, идет зрителям через некий цветовой код, который заложен внутри холста. Вот, поэтому я считаю, что я условно занимаюсь живописной абстракцией, потому что мне кажется, что у нас в большинстве своем художники поделились на те, кто занимается абстракцией, на последователей Малевича, то есть это концептуальная геометрическая абстракция,
вот, где все-таки вот этот геометризм, на мой взгляд, немножко доминирует над цветом. И последователи Кандинского, который, на мой взгляд, именно является родоначальником такой живописной абстракции, у нас гораздо меньше. Поэтому если говорить о каких-то корнях, это при том, что, конечно, каждый художник хочет быть индивидуальностью в искусстве и узнаваемым, но если говорить о каких-то вот таких изначальных глубинных корнях, я скорее в своем творчестве ближе все-таки к живописному подходу, который мы видим в абстракциях у Кандинского. То есть вот такой вибрирующий цвет, сложные композиции, это в большей степени свойственно, скажем, и тому, что я пытаюсь сделать в абстракции, и, скажем, то, от чего отталкивался тоже Кандинский в своем творчестве. Абстракция – это все-таки изначально, безусловно, в первую очередь символ. Вот, и некий знак, который подается зрителю, иногда в виде чистого знака, иногда в большей степени, значит, он усложнен какими-то дополнениями. Поэтому вот этот знак, который зритель может считывать, может и не считывать, он усиливается, конечно, в первую очередь за счет цвета. Поэтому вот некий цветознак, который и несет в себе вот эту скрытую энергетику, его, наверное, имеет смысл в зависимости от задачи в абстракции либо усиливать, либо немножко вуалировать, но в любом случае вот от цветознаковости, мне кажется, уйти сложно. И все время задача в процессе творчества стоит, что же все-таки важнее, усилить знак при помощи цвета или наоборот усилить цвет, отойдя от знака. В этом смысле, конечно, художники по-разному подходят в процессе творчества к решаемым задачам, но вот этот код, цветознак, мне кажется, он существует всегда. Любимых цветов нет. Дело в том, что вот как бы такого розового или голубого периода, как у Пикассо, у меня такого нет. Каждый раз приходишь и понимаешь, что вот какой-то тот или иной цвет должен стать в этот непосредственный момент для тебя главным и любимым. И вот начинаешь с этим цветом жить, как-то его разрабатываешь в своем творчестве, поэтому питать какие-то постоянные пристрастия, мне кажется, не очень верно, потому что есть просто риск повторяться. Но, тем не менее, все равно получается, что какой-то цвет, какой-то определенный период жизни, он, конечно, в творчестве и в нескольких картинах является доминирующим, но потом как-то его переживаешь, внутри себя разрабатываешь и переходишь совершенно к другому цвету. Иногда вообще хочется работать монохромно, в зависимости от настроения. А иногда, конечно, бывает ситуация, когда просто цвет и яркость, они изнутри тебя вырываются, и тут уж главное только успевать работать на холсте. В принципе, я работаю и кистью, и мастихином по-разному, потому что я считаю, что ограничивать себя заранее в каких-то материалах и творческих приемах, наверное, не стоит. Какие-то вещи можно сделать мастихином, если хочешь добиться какой-то эффектной живописной текстуры и фактуры. Какие-то вещи можно делать и кистью, потому что кисть инструмент тоже универсальный, и можно работать как фактурно, так и мягко. Поэтому здесь просто задача добиться максимальной художественной выразительности. Какими материалами и способами, это на самом деле, мне кажется, не очень важно. Я считаю, что профессия художника, как профессия музыканта,
она предусматривает владение чисто техническими навыками. И в этом смысле поездка на этюды, где ты немножко промываешь себе мозг и ставишь перед собой абсолютно банальные академические задачи, это как глоток такого свежего воздуха в прямом и в переносном смысле. Тоже очень важный для меня элемент. Я вот не стремлюсь к простоте в своих работах, я стремлюсь к сложности. То есть мне интересно, чтобы зритель мог вглядываться в работу и видеть как бы общее целое с расстояния, но при этом рассматривать что-то, какие-то детали и видеть что-то интересное не только в целом, но именно в этих деталях. Поэтому работа сама над картиной, она, конечно, может продолжаться достаточно долго. Бывает, что картина может стоять и по году, это редко, но в принципе возможно. И я не всегда, скажем, считаю ее оконченной. Но бывает, когда действительно сама картина уже подсказывает, что пора остановиться и ставить финальную точку. Потому что художник, он, конечно, как творец, вправе и должен уметь в какой-то момент вовремя остановиться, чтобы не принести какой-то непоправимый урон. Вот это какая-то внутренняя жизнь, которая в картине существует. Ее же можно и убить, в принципе, своими собственными руками. Поэтому вот умение дать жизнь работе и после этого вот этот внутренний огонь, который не существует, не затушить, мне кажется, это тоже очень важный момент в творческом процессе. Момент подписи, конечно, он такой, как это ни странно, да, подпись это и есть такая точка творческая на творческом процессе, финальная, после которой желательно действительно больше уже к работе не возвращаться. Но, опять же, бывают ситуации, когда даже после подписи и даже через несколько лет я, например, иногда возвращаюсь к своим работам, потому что просто кажется, что внутренне, эмоционально, может быть, ты как бы их перерастаешь, и хочется что-то с высоты, как кажется художнику, с высоты уже своего нового какого-то творческого состояния что-то исправить. Но на самом деле, мне кажется, это неверно, несмотря на то, что я сам этим же страдаю. Все-таки работа должна существовать строго в том времени и в том творческом состоянии художника, когда она создавалась. Поэтому, конечно, следовать примеру Александра Иванова в написании «Явления Христа народу», я думаю, можно, но нежелательно.